Если же вы не знаете, то лучше обратиться к специалистам. Электрик это сделает за вас. Далее проверим работоспособность нашей конструкции. Включаем. Ой-ой-ой, блин, Миша, я же говорил, надо было электрика вызывать. Дай мне сюда свой фонарик, пойду в щитке ковыряться. Всем привет, вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. В этом видео будем работать на объеме. На этой стене будем делать декоративное фактурное покрытие, которое подойдет для неровных стен. Для начала оценим состояние стен. Под боковым светом хорошо видно все углубления и неровности, которые есть на стене. Также у этой стены есть еще большие проблемы с тем, что шпаклевка сначала была нанесена, а сверху штукатурка. То есть так делать нельзя. Нужно сначала заштукатурить поверхность, а потом уже шпаклевать. Так что в этих местах, где плохо держится штукатурка, мы ее удалили. То есть все везде, где отваливается, необходимо просмотреть по стене и удалить все эти места. После этого приступаем к грунтованию поверхности. Грунтовку буду использовать концентрат, укрепляющую. Наносить ее при помощи валика. Концентрат 1 к 5, но развожу ее 1 к 3, чтобы грунтовка лучше обеспыливала поверхность. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Только после этого приступайте к работе. Начинаю грунтовать снизу вверх. Там, где не достает валик, в дальнейшем при помощи кисточки нанесу грунтовку. Опять же, начинаете и наносите так, как вам удобно. То есть либо слева направо, либо справа налево. Таким образом наносим грунтовку техникой мокрый по мокрому, то есть пока она не высохла, наносим второй слой. Оставляем это до полного высыхания в течение 2 часов. Тем временем займемся декоративными полосами, которые будем клеить в дальнейшем на стену. Для этих целей нам потребуется экструдированный пенополистирол, который я купила в количестве 6 листов. 2 листа по 3 см толщиной, 2 по 5 и 2 по 10. Далее их необходимо распустить на метровые полоски. Для начала со всех сторон отрезаю лишнюю толщину. С 2 узких краев по 10 см, из длинных краев по 5. Делаю сначала неглубокий прорез, а потом прорезаю на всю длину. Таким образом, с каждого края обрезаем лишние куски. В дальнейшем они нам понадобятся, поэтому их не выкидывайте. Вот такие части. Получается вот такой прямоугольник, который необходимо расчертить. То есть с него вырезаем 6 полосок по 4 см, 6 полосок по 3 см и 6 по 2 см. Я прорезала их не до конца. То есть дальше начинаю их так обламывать. То есть с 3-сантиметровыми и 5-сантиметровыми все просто. Их можно прорезать, не доходя до конца, и сломать. С 10-сантиметровыми нужно будет прорезать с одной стороны и с другой стороны. То есть разметить и прорезать. Таким образом разрезаем все 6 листов. У нас должно получиться с каждого листа по 18 кусочков. Далее при помощи лазерного уровня необходимо отметить вертикальные линии, в которых в дальнейшем будут располагаться светодиоды. Делаю я это ярким карандашом. У меня будет таких 3 линии. Далее по разметке приклеиваем пенополистирол, в котором есть пазы. В них я предварительно вклеила светодиодную ленту. Она белого дневного света. Клеить пеноплекс я буду на жидкие гвозди для напольных покрытий. Они продаются в банке, поэтому их удобно наносить кисточкой. Вы также можете использовать в тубе акриловые жидкие гвозди, которые будете наносить при помощи пистолета, либо же монтажную клей-пену для пеноплекса. Наношу я небольшое количество клея точечно. Делаю я это не на всю плоскость. Пеноплекс достаточно легкий, поэтому много клея для него не нужно. Где-то с промежутком в 20 сантиметров. Приклеиваю я на стену таким образом, чтобы свет падал в ту сторону от входа.
и вклеиваю на небольшом расстоянии от потолка. Таким же образом приклеиваем оставшиеся две подсветки. Кисточка, пока мы ей не пользуемся, убираем ее в пакет и хорошо его завязываем, чтобы она не высохла. Далее берем кабель-канал и приклеиваем его под светодиодную ленту. Можно приклеивать на те же самые жидкие гвозди, либо можно взять жидкий пластик. Он клеит чуть быстрее, чем обычный клей. Далее просверливаю отверстие для провода. В отверстие вставляю провод. Светодиодная лента будет подключаться через такой трансформатор на 12 вольт. Заранее продумайте, куда вы будете его прятать. Я нашла такой вариант, как кабель-канал широкий, в который помещается трансформатор. Поэтому прячу в него трансформатор и закрываю крышкой. Я не буду показывать весь процесс подключения к электричеству. Если вы знаете принцип работы светодиодной ленты, то тогда вам не составит труда ее подключить. Если же вы не знаете, то лучше обратиться к специалистам. Электрик это сделает за вас. Далее проверим работоспособность нашей конструкции. Включаем. Ой-ой-ой, блин, Миша, я же говорил, надо было электрика вызывать. Дай мне сюда свой фонарик, пойду в щитке ковыряться. Далее приступаем к тому, чтобы приклеить наши заготовки. Для начала их необходимо примерить к стене. Две рядом одинаковые по толщине клеить я не буду. Буду клеить максимально разные по толщине, чтобы поверхность была более хаотичная и многогранная. Наношу тот же самый клей. Делаю я это точечно. Таким клеем из банки удобнее работать. И приклеиваю к поверхности. Поверхность кривая стены, то есть видно, что не везде будет фиксироваться. И приклеиваю следующую деталь. Чем более ровные стены у вас, тем ровнее получится приклеить детали к поверхности. Но на неровные стены также подойдет, то есть в этом нет ничего страшного, выравнивать дополнительно не нужно. Заранее подрезанную деталь я подставляю снизу, чтобы здесь было ровно. Можно проконтролировать это рядышком, поставив еще одну. Намазываю следующую деталь. Делаю я это точечно. И расход клея так будет гораздо меньше. Состыковываю, слегка прижимая к поверхности. В приклеивании пенополистирола ничего сложного нет. Клеится он достаточно легко и просто. Тем более, что он легкий и быстро фиксируется на стене. Самое главное – это состыковывать по самым ровным граням. В местах, где у нас кабель-каналы, вклеиваем необходимые детали, предварительно сделав в них углубление при помощи канцелярского ножа. Сейчас покажу, каким образом это клеится. После того, как приклеили все рейки на стену, необходимо дать клею полностью высохнуть в течение суток. После этого продолжим декорирование. Также необходимо заранее продумать, как будет располагаться розетка, либо включатель на стене, чтобы не мешало ничего проводу, когда вы включаете электроприбор в розетку. Продумайте такие небольшие моменты, чтобы в дальнейшем вам было удобно пользоваться и включателем, и розеткой. Также эти рейки можно продлить и сделать красивый переход на потолок. То же самое с светодиодной лентой. Взять более яркого в меру свечения и использовать ее в качестве основного источника освещения в помещении. И подключение все произвести к общему включателю в комнате. После того, как высох клей и пеноплекс хорошо держится на стене, начинаем его декорировать при помощи плиточного клея, смешанного с цементной шпаклевкой. Предварительно я в него добавлю фибру. Добавляю я на 3 литра небольшую горсточку, которая помещается в руке. Микрофибра сделает смесь более прочной, уменьшит ее растрескивание в дальнейшем. Далее добавляю в воду плиточный клей и небольшое количество цементной шпаклевки. Шпаклевка нам нужна для того, чтобы сделать немножко смесь на выходе, то есть в конце, когда она высохнет, более светлой. Начинаю я с клея.
И добавляю 1/3 цементной шпаклевки. После высыхания чуть-чуть смесь будет посветлее. Не бетонный серый оттенок иметь, а такой светло-серый. Смесь необходимо хорошо размешать и не делать ее слишком густой. То есть она должна удобно наноситься при помощи кисточки. Далее по поводу кистей. Кисти лучше использовать двух размеров. Узкую 2,5 см и более широкую, около 10 см. Также по поводу ворса. Ворс либо искусственный, либо смешанный. Натуральный лучше не использовать. Далее начинаю наносить смесь при помощи кисточек. Макаю кисточкой прям сам клей. Начинаю наносить клей с углублений, а заканчиваю уже вершинами. Можно не стараться за один слой укрыть, потом можно всегда добавить. То есть главное сейчас нанести предварительный тонкий слой. Пенополистирол более гладкий на торцах, поэтому на него плиточный клей ложится хуже. И там потребуется слоя 2. На те места, которые мы именно зарезали, то есть вот неровные, на него будет ложиться гораздо лучше и более толстым слоем. Я стараюсь один и тот же замес раскидывать по всей поверхности стены, чтобы в дальнейшем не было слишком явного перехода, если, к примеру, свежий замес будет чуть-чуть отличаться по оттенку. Хорошо наносится уже на подсыхающие участки. То есть вот где тяжело схватывался первый слой клея, там он чуть-чуть подсох и уже можно хорошо перекрыть пеноплекс, тем самым его укрепив. По уже высохшему первому слою наношу второй, при этом делая легкие островки при помощи кисточки. И сразу же их приглаживаю шпателем. Движения кисточкой лучше делать как можно более размашистые, так чтобы поверхность смотрелась живой и интересной. Наношу я свежий слой шпаклевки не только на возвышенности, но и также в углубление. То есть исправляю некоторые недочеты, которые остались после первого слоя. Но приглаживаю только в тех участках, где можно достать шпателем, чтобы поверхность была более ровная и менее колючая. Также я решила на выступающие участки реек добавить трафарет. Трафарет лучше всего располагать на две смежные выступающие рейки. Делается это достаточно легко и просто. Целиком отпечатывать его не нужно. Трафарет лучше всего выбирать с мелким рисунком, так как он достаточно гармонично будет смотреться в дальнейшем на тонких рейках. Переношу на новое место. Постоянно отмывать трафарет не нужно. После того, как закончили с трафаретом, дадим плиточному клею полностью высохнуть и приступаем к его шлифовке. Проще всего это сделать при помощи сетки. Также вы можете использовать обычную наждачную бумагу. Желательно средней зернистости. Я выбрала 180-ю, но также подойдет 120-я либо 100-я. Прошкуривать необходимо не только места трафарета, но и также хорошо уделить внимание торцам. После того, как прошкурили поверхность, ее необходимо обеспылить. Делать мы это будем при помощи цветной грунтовки. Добавляю в грунт коричневый пигмент, небольшое количество. Далее добавляю черный, чуть побольше, и хорошо перемешиваю. Я буду использовать обычный распылитель для цветов, но также подойдет и садовый. Переливаю в емкость распылителя грунтовку. Вставляю распрыскиватель. В места, где углубление со светодиодной лентой, я буду наносить грунтовку кисточкой. Начинаю распрыскивать грунт. Хорошенько прохожусь места углублений,
чтобы везде поверхность скрепилась и не было излишней пыли. Также дополнительно за счет грунтовки будет чуть темнее в углублениях цвет. Пока грунтовка у нас высыхает на поверхности, сделаем 4 дополнительных оттенка водоэмульсионной краски, чтобы выделить все трафареты и фактуру. Использовать я буду самую простую водоэмульсионную краску. Все цвета у меня, все 4 цвета будут очень светлыми. Первый цвет я заколеровала светло-голубой. Такой вот он нежный, свежий оттенок, очень похож на белый, но при этом он светло-светло-голубой. Второй цвет — это цвет морской волны, тоже достаточно светлый оттенок, цвет такой пограничный между синим и зеленым оттенком. Третий цвет — это нежный такой сливочный оттенок, чуть-чуть желтоватый. И последний оттенок — это будет у нас серый цвет. Заколеровали краску, далее наносим ее при помощи вот такой губки на верхушке. На одну губку наношу 2 цвета. С одной стороны серый, с другой бежевый. Далее начинаю очень легкими движениями наносить на поверхность. Делаю я это методом тампования, то есть приставляю к поверхности таким вот образом и декорирую выступающие участки. Очень легкими движениями, прямо вот едва касаясь к поверхности, чтобы только вершины фактуры подчеркнуть. Прежде чем начинать наносить цвет на поверхность, проверьте его на незаметном участке, то есть где-нибудь внизу стены, либо в углах. И посмотрите, насколько подходит оттенок, либо не подходит. То есть если оттенок слишком светлый, то добавьте в него еще пигмента. Либо же если он у вас темный, то разбавьте его белой краской. Видите, я практически сухой губкой наношу, то есть чтобы минимально краски отдавала губка на поверхность, чтобы цвет смотрелся как можно более естественнее и натуральнее. Для такой работы выбирайте как можно более простую краску, то есть она не должна быть дорогой, подойдет любая дешевая краска. Главное, чтобы она не очень хорошо укрывала и при этом была не особо стойкая, чтобы ее можно было, к примеру, где-то растереть, если не понравится, что слишком такой очень густой цвет получился. На второй губке у меня уже нанесен цвет бирюзовый и голубой. Им я выделяю трафарет. Делаю это также легкими движениями, то есть такими слегка натирающими. Стараюсь именно только по вершинам проводить. Также на него можно нанести, например, серебристую краску, либо золотом выделить его. Можно также использовать какие-то розоватые тона, тоже хорошо и красиво будет смотреться. Что-то рыжее, к примеру, желтое. Также можно поверхность выделить просто белой краской. Прокрасила все трафареты светлой краской. Теперь осталось только нанести дополнительный цвет оксид железа. Делать я это буду при помощи обыкновенной кисточки и губки. Набираю с губки на кисточку краску и переношу этот цвет на трафарет. Делаю это легкими движениями, как бы натирая фактуру. То есть там, где есть недостаточное количество цвета, либо рисунок потерялся, его необходимо выделить. Чуть-чуть этого цвета, чтобы было видно не издалека этот цвет, а только при приближении к трафаретам. Закончили раскрашивать поверхность, теперь ее необходимо защитить при помощи лака. Лучше всего для этих целей подойдет акриловый лак на водной основе. Плоские участки я заполняю при помощи валика. В углублениях наношу лак кисточкой. Таким образом нанесли 2 слоя лака. Поверхность наша через 2 недели будет готова к тому, чтобы ее можно было мыть и удалять пыль. Так как поверхность очень фактурная, за счет того, что опять же используем пеноплекс, частично вы улучшите шумоизоляцию этого помещения. Я делала этот вариант для того, чтобы в дальнейшем видео вы меньше слышали эхо от соседней стены. То есть, и я думаю, качество звука еще больше улучшится в последующих наших видео. Так как у нас в стене есть подсветка и, возможно, потребуется доступ к проводам, мы можем легко вынуть одну из реек и заменить, соответственно, провод, если он отойдет, либо что-то испортится. И также есть возможность поменять саму светодиодную ленту.
Если потребуется, например, переделать, снимаем, подшпаклевываем и клеим обои. Либо делаем другой эффект, другую декоративную штукатурку. Также, если, к примеру, рейки нам нравятся, но, например, надоел цвет, можно изменить цвет, перекрасив. Обычная акриловая краска подойдет. То есть она достаточно легко ляжет на акриловый лак, даже с учетом того, что у нас использовался глянцевый. Видео получилось достаточно динамичным и очень информативным, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч, всем здоровья, удачи, пока! Всем удачи и здоровья!